Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы поговорим об одной новинке от компании iLife, а именно о швабре. Да, швабра это не простая, а паровая, что позволяет без проблем очищать не только свежие пятна, но уже даже засохшие жировые пятна на любой твердой поверхности. Как заявляет производитель, это отличное решение для уборки дома. Нагретый до 120 градусов пар не только очищает различные загрязнения, но убивает при этом вредные бактерии. Может мыть любые виды поверхностей, от твердых пород дерева до мрамора. Объем пара также можно регулировать. После включения 20 секунд. И швабра полностью готова к работе. Резервуар для воды емкостью 450 мл, мощность 1,3 кВт. В этом обзоре я постараюсь максимально ее протестировать при борьбе с грязью. Поставляется в простой картонной коробке, но название и описание присутствуют на русском языке. На гранях коробки расписаны основные преимущества и характеристики устройства. Не стоит переживать за доставку. Внутри все очень тщательно упаковано, плюс каждая деталь швабры находится в отдельном кульке. В комплекте со шваброй положили дополнительно 2 тряпки микрофибры. Состав материала: микрофибра 80%, полиэстер 20%. Сама рабочая поверхность белая с фиолетовой окантовкой. С одной стороны микрофибровая рабочая поверхность, с обратной стороны пришиты 3 велкро-липучки для крепления тряпки на поверхность швабры. Размер тряпочки составляет 29 на 20 сантиметров. В отдельном кульке находятся винты для сборки нашей швабры в единое целое. Не поскупился производитель на пластиковую воронку для залива воды в швабру. Порадовала и инструкция. Она полностью на русском языке, причем перевод очень качественный, без китайской отсебятины. Сама швабра собирается из 4 частей, а именно ручка, длинная трубка и сама швабра с парогенератором и держатель для тряпочек. Начнем с ручки. Ручка изготовлена из прочного пластика, а вместе хвата рукой прорезинена для более комфортной и надежной работы со шваброй. Название бренда ESign не забыли нанести одну из сторон ручкой. Позаботились об удобстве сматывания кабеля. Для этого в нижней части швабры имеется небольшой поворотный крючок, на который можно наматывать кабель. А одним поворотом сбросить его для полной размотки. В целом в руке ручку держать довольно удобно, причем подойдет как и для большой, так и для маленькой руки. Алюминиевая трубка состоит из 2 частей, которые соединены между собой пластиковым зажимом. Такая конструкция позволяет изменять высоту швабры под нужный рост ее владельца. Просто поднимаем пластиковую держащую скобу, регулируем размер и закрываем ее. Зажим свою функцию выполняет отлично. Во время работы самостоятельного проскальзывания трубки я не заметил. Кроме этого, на концах трубки предусмотрены отверстия для крепления. Чтобы не перепутать, где верх, а где низ, производитель отметил надписью «Фронт». Самая важная часть — это наш парогенератор, на передней части которого, кроме названия бренда, расположилась кнопка включения-выключения с красным светодиодом, индикация работы и с прорезиненной вставкой, а также простой регулятор-крутилка для регулировки подачи пара. Имеет 10 режимов, при этом мощность нагрева не изменяется. В нижней части размещен резервуар для воды из прозрачного пластика емкостью 450 мл. Дабы владелец не бегал с медным стаканчиком, отметили максимально допустимый уровень воды белой полоской. А для визуального контроля во время работы подсвечивается синим светодиодом. Колпачок снабдили довольно толстой силиконовой прокладкой. Путать установки трубки и держатель для тряпки довольно сложно, но все равно в месте установки держателя схематически обозначена наклейкой с рисунком пара. Трубка устанавливается в верхнюю часть парогенератора, там же расположена ответная часть крючка для наматывания кабеля. Сам сетевой кабель достаточно толстый, имеет длину 5 метров. Европейскую вилку, и вместо входа в корпус парогенератора усилен резиновой вставкой. Держатель для тряпок выполнен из пластика, окрашенного в фиолетовый цвет. В верхней части подвижный разъем для подключения к парогенератору, внутри которого находится трубка с металлической пружиной для защиты от перегиба. Градус наклона составляет 90 градусов. Причем в вертикальном положении он как бы фиксируется, что позволяет без проблем ставить швабру, не облокачивая ее. Пар выходит по центру, но благодаря пластиковым направляющим равномерно распределяется по 6 областям, что позволяет равномерно распределить его по всей поверхности тряпки. С монтажом проблем не возникло. Просто соединяем все части вместе, а для более надежного закрепления не забываем вкрутить винты из комплекта в нужные места, а именно в ручку, в парогенератор и дополнительно в держатель для тряпочек. Швабра в собранном состоянии. Как видите, без проблем стоит вертикально. Максимальная высота швабры 1 метр 30 сантиметров. Минимальная 108 сантиметров. Чтобы быстро привести швабру в рабочее, так сказать, состояние, подключить
и подключить ее к сети 220 вольт, просто оттягиваем, проворачиваем крючок на ручке. После манипуляции кабель просто спадает, нет необходимости его раскручивать виток за витком. Чтобы заменить салфетку на новую или для промывки, не обязательно даже поднимать швабру и доставать руками. Наступаем на край тряпочки, тянем швабру вверх. Для установки обратно просто прикладываем швабру к тряпочке. Максимальная мощность действительно где-то в районе 1,3 киловатта. Даже у меня получилось чуть-чуть больше. И я запустил таймер. Вот, 11, 12, 13 секунд. 15, 16, 19 и все, 21 секунда. Скорость нагрева действительно около 20 секунд. Как видим, сразу после этого времени пошел интенсивный пар по всей части тряпочка. Шум довольно громкий, но думаю, мешать слушать музыку или смотреть ТВ не должен. Я влил 450 мл воды. Кстати, для такого рода парогенератора рекомендую использовать воду обратного осмоса, а не из-под крана, чтобы не было отложений внутри парогенератора. Причем спустя пару минут буквально, как мы видим, перестал работать наш нагревательный элемент, и опять он включился. То есть она не постоянно потребляет, поэтому тут тоже есть большой плюс. Как в инструкции сказано, что швабра стоит неподвижно более 120 секунд, она полностью отключается, она стоит уже 8 минут и пока отключаться не собирается. Спустя 21 минуту 30 секунд пар поступать перестал, но помпа продолжает работать. Потребление при этом составило 2,7 ватта. Спустя минуту помпа продолжает работать, никакого самоотключения, к сожалению, не произошло. Пока никто не видит, стараюсь максимально загрязнить свою ванную. На полу находится черная плитка, а пачкать я буду сметаной, майонезом, яйцом, кетчупом, соусом и горчицей. Все это легко можно вытереть прямо сейчас, используя обычную тряпку и немного мыла. Но я это оставлю на 6-7 часов. Пусть сохнет и застывает. Пока все сохнет, попробую оттереть поверхность плиты с жирным пятном. Как видим, далеко не с первого раза оттираю. Притереть приходится довольно сильно. Не совсем подойдет для чистки очень жирных поверхностей, как плита. Хотя на тряпочке следы от очистки все же есть. Я решил усложнить тест и оставил все это не на 6 часов, как говорил, а на целые сутки. Как видим, продукты размазанные уже отлично высохли. Попробуем их убрать. Как вы видите, в принципе, предварительно растапливаем грязь засохшую и убираем. Тряпочку рекомендую помыть пару раз, потому что она действительно у нас вот такой вот имеет вид. После такого загрязнения моя микрофибра выглядит не лучшим образом. Ну, немного мыла и воды, и она опять как новая. При сильном загрязнении можно закинуть на полчаса в стиральную машину, но лучше без отжима. Протираем еще раз.
И, друзья, как мы видим, даже с таким сильнейшим загрязнением швабра справилась. И что самое главное, без расхода каких-то либо моющих средств. Только пар и швабра. В целом, швабру к покупке могу рекомендовать. Со своими задачами справляется она отлично. Но применять только на твердых поверхностях. На ламинате очень не рекомендую, так как может повздуваться. Кроме простой уборки различных загрязнений, убивает первые паром всякие ковиды и прочие вредные и не очень бактерии. С оглядкой на небольшую стоимость вполне годная штука для поддержания чистоты в доме. Если нужно больше, то тут уже только Керхер, но и цена в 10 раз выше. Ссылку на швабру, а также купон на скидку вы найдете под видео. Там же ссылка на телеграм-канал, где я стараюсь выставлять не только акции, купоны на различные товары для умного и не очень дома, а также сообщество отвечает не только на ваши вопросы, но тем обсуждает различные проблемы и так далее. Также, если видео вам понравилось, не забывайте про подписку на канал. Впереди всегда только новые полезные и интересные видео. Всем пока-пока.